Друзья, всем привет! И мы продолжаем изготавливать диван Честер. Далее мы делаем разметку ромбов. У нас будет 4 ряда пуговиц. Для начала находим верхнюю и нижнюю линию. Верхняя линия будет проходить посередине спинки и подлокотников. Но так как на внешней стороне поролона будет на 3 см больше, чем на внутренней, то она будет смещена на 1,5 см к внешней стороне на каркасе. Нижняя линия будет на 4-5 см выше сидушек, которые будут 15 см. Значит, соответственно, 19-20 см от низа спинки. Расстояние между линиями получилось 27 см. Но так как поролона вверху спинки будет на 3 см больше, чем на внутренней части, то мы будем считать как 30. Соответственно, у нас получается расстояние между тремя нижними линиями будет по 10 сантиметров и между двумя верхними 7 сантиметров. Угловые пуговицы попадают на самый край каркаса, поэтому смещаем их на 2 сантиметра к центру. У нас получилось расстояние 127 сантиметров. Ширину ромба я буду стараться делать около 14 сантиметров. 127 мы делим на 9, у нас получается 14,1 миллиметр примерно. Соответственно, нижние ромбы у нас будут на каркасе 141 миллиметр на 200 миллиметров, а верхний ряд ромба получается 141 на 170 на каркасе. Все, дальше мы размечаем места, где будут находиться пуговицы. Переходим к царге. Она будет состоять как бы из двух частей. Верхняя 4 сантиметра, это будет одна часть, и нижняя 20 сантиметров, это будет вторая часть, она будет с каретной стяжкой. Дальше мы рисуем 3 линии. Считать будем от низа дивана. Первая на расстоянии 6 сантиметров, вторая 14, третья 20. Далее мы находим середину и ставим отметки через каждые 8 сантиметров. Отметки везде поставлены, и нам остается только просверлить отверстия в намеченных местах. Переходим к сиденью. На центральную перемычку приклеиваем полоску 50-го поролона и пристреливаем мебельную ленту по периметру с интервалом между лентами около 5 сантиметров.
Поверху пристреливаем любой плотный материал, не натягивая. В моем случае это остаток мебельной ткани. Также пристреливаем материал по задней части спинки, где у нас будет находиться валик. Вырезаем полоски из 50-го поролона на стыке спинки и подлокотников и приклеиваем. Вырезаем и клеим первый слой поролона толщиной 20 мм на внутреннюю часть спинки и подлокотников. Стыки поролона обклеиваю спанбондом. Из 50-го поролона вырезаем полоски шириной 12 см и приклеиваем их по внешней стороне спинки и подлокотников. Сверху тоже приклеиваем полоски из 50-го поролона. Срезаем углы поролона. Первым слоем я использовал поролон ST3542, а оборачивать я это все буду 50-м поролоном HR3535. Вымеряем, какого размера нам понадобятся куски поролона. Пристреливаем поролон с отворотом с внешней стороны, приклеиваем и срезаем лишнее. .
И все то же самое проделываем с двумя подлокотниками. Стыки между собой хорошо проклеиваем. Теперь нам нужно сделать шаблон передней накладки. Отрисовываем наш шаблон. Срезаем лишний поролон и пристреливаем его с отступом около 1 см до линии накладки. И также проклеиваем стыки спанбондом. Вырезаем 50-й поролон на нижнюю часть сарги и приклеиваем его. Размечаем места под пуговицы и просверливаем отверстие. Переходим к спинке и подлокотникам. Отрисовываем две линии. Первая 20 см от низа, вторая линия 30 см от низа. Верхнюю линию я нахожу следующим образом. Делаю 3 прокола через отверстие в каркасе. Замеряю и нахожу среднюю величину.
Третью линию находим путем деления на 2 расстояния между верхней и второй линией. Дальше находим середину и отмечаем на линиях ширину наших ромбов. Здесь линейка немного ушла в сторону, поэтому на верхней линии получилась погрешность. Теперь просверливаем отверстия в размеченных местах. Все, наш диван практически полностью запорлонен, кроме верхней части царги. В следующем видео мы приступим к разметке на материале и обивке. Всем спасибо за просмотр и не забываем подписываться.